Здравствуйте, наши дорогие друзья, подписчики. Мы опять с вами встретились в Хургаде, но на этот раз нас свел квартирный ремонтный вопрос. Квартирно-ремонтный вопрос. Нам нужно покрасить квартиру. Мы вот столкнулись с тем, что нам нужно покрасить квартиру. И, наверное, вам тоже пригодится эта информация, которую мы хотим до вас донести. Мы вот сейчас стоим в строительном магазине, в одном из многочисленных строительных магазинов Хургады. И мы хотим вместе с вами провести такую вот небольшую экскурсию, чтобы вы знали, что здесь продается, что здесь используется для ремонта, как что называется по-арабски. В прошлый раз нас поправили, чтобы мы говорили, как что называется по-арабски, поэтому мы исправляемся и будем говорить, как что называется по-арабски. Ну, давайте пойдем. Так что я думаю, может, у меня сваха работает, все получается. Да, вот смотри, как хорошо у тебя. Ну. Сейчас ты еще этого Мишеля нашего женишь. Кого? Мишеля. Уже там кто-то, кому-то он тоже понравился, между прочим. Мишель? Ой, он Да. хороший, правда? Так ты забирай его себе уже. Нет, я не могу. У меня на египтян аллергия. Ну ладно, Я давай. их люблю просто оптом. Не носится, а оптом. Ну ладно. Вместе со страной. Понятно. Ну Ой. давай. Так, ну что? Ну давай мы тогда покажем, что где, что тут есть. Вот это вот шпаклевка. Шпаклевка. Шпаклевка называется магун. Магун. Да, магун. По-арабски называется. Еще я хотела сказать, что здесь продается краска нескольких типов. Ну, как бы нескольких брендов. Потому что есть краска, которая подешевле, которую используют как граунд, а есть краска, которая такая парадная, да, то есть на второй слой уже красят этой краской. И вот здесь вся эта краска, вот эта вот краска, нет, это не хорошая, это как раз скип, такая, которая на грунтовку, на первый. Обычно ей второй слой не красят. Да? Да, второй Только слой. один слой? Нет, это первый. То есть, если вам надо покрасить в 2 или 3 слоя, первые 2 можно красить вот этой вот краской, как грунтовка. А третья уже другой, ну, здесь, мне кажется, нет у них. Скип. Скип такая обычная краска. Да? Да. Еще есть, вот это хорошая краска, вот она, вот это. Сейчас. Акрикот. Это очень прочная краска, очень стойкая. Ее обычно на последний слой оставляют. То есть она, конечно, раза в 2 дороже вот этой. Это что? Да. Она такая типа как моющаяся выглядит, да? Да, она как моющаяся. Еще хорошая марка есть Сайпис и Йотун. Ну вот эта вот акрикот, она хорошая. Масрияне. Я просто недавно услышала, что кто-то сказал не египтяне, а масрияне. Потому что Масри это египтянин, да, по-арабски. Но как бы с нашим этим уклоном получилось масрияне. Ну да, да. Ну, короче, когда мы красим, да, мы же красим чем-то, да, нам обязательно нужны какие-то инструменты. И вот здесь можно купить вот все вот эти валики, все вот эти держатели для валиков, кисточки, шпатели, рулетки. Ну, вот, кстати, рулетка называется метр по-арабски. Да. И также называется измерить, ханметр. Ну, как измерить, метр. Секунду. Вот еще молоток, тоже такой инструмент важный, кстати, красивый такой он. Ой. Называется щакуш. 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 Да. Шакуш. Мазбут. Видишь, какое сложное слово, я знаю, шакуш. А бикамди? 90 фунтов стоит такой шакуш. Тесаин. Тесаин гини это 90 фунтов. Но он, правда, красивый и очень, очень тяжелый, да. А вот этот вот какой-то обычный, как подешевле, да? Вот дибикам? Хамсаусатин 65. Ну, тоже нормально. Вот видишь, вот здесь очень много всяких молоточков. Ну большой покажи. А это знаешь какой? Для керамической плитки. Да. Видишь, он каучуковый такой, резиновый. Большой, смотри, какой И здоровый. его немножко вот так вот пристукивать, эту плиточку чуть-чуть, чтобы ровненько было. Вот эта вот отвертка называется по-арабски мафак. Мафак. Отвертка. Муфак. Отвертка. Вот. Крестовая. Здесь разные есть отвертки, гаечные ключи. Оди муфтах. Муфтах – это просто ключ.
Ключ, как обычный ключ переводится, также этот муфтах. А вот это, да, исмуэ. А? Бинса? Бинса. Вот это, пассатижи, бинса. Это, кстати, я не знала это слово. Не так часто использовала его, поэтому не знала. А, муфтах. Это такой ключ сантехнический. Муфтах называется? Муфтах тоже называется. Муфтах? Муфтах. Как обычный ключ. Муфтах. Обычный ключ тоже называется муфтах. Маас. Маас. Ножницы, маас. Fish. Маас. Бас Тани. Тани, да, бикам. Исмуэ. Maas is fish. Маас самак. Маас самак это значит ножницы для рыбы. Ножницы для рыбы. Маас самак. Маас самак. Квайс. О ди фурша сах. Фурша брош. Фурша? Брош. Брошь. Yes. Фурша это кисточка. Любая кисточка или щеточка называется фурша. Зубная щетка называется фурша эснен. А это для краски. Краска по-арабски называется пластик. Пластик лям – это блестящая краска, и пластик мат. То есть, смотря какую вам, когда вы покупаете краску, вам могут спросить вас лямма оля мат. То есть, блестящая или матовая. Вот, и вы должны будете выбрать. Здесь вот Виктория сказала, что ей надо дверь покрасить, тумбочку, но она уже хотела купить вот это, но это не краска, это морилка. Это морилка, которая просто придает цвет, определенный цвет какому-то дереву, потому что его нужно потом будет покрывать еще лаком. А лак это другой. И тебе надо другую. Тебе надо, если ты хочешь красить не такое белое дерево, как вот эти мотыги, тебе нужно другую краску. Я сейчас покажу тебе, какую тебе нужно. Вот, Виктория, смотри, тебе нужно вот такую краску, чтобы покрасить дерево или дверь. Тебе нужно вот такую краску, которая, это не морилка, это сразу краска. Ты сразу берешь и красишь. Здесь, да, пластик, лаке. То есть краска для дерева называется лаке. Тоже она бывает лям, бывает мат. А что там у тебя выставил целый? А это самх. Гыра. Да. Смотрите, здесь разные слова для клея. Просто клей, если я говорю, это самх. А вот это гыра. Хотя это тоже по-нашему клей, но это клей ПВА. Белый клей, его используют часто для мебели. Приклеивают мебель, там, ну и мы тоже можем приклеить бумагу или еще что-то такое. Вот это, да, мебель, стулья, чтобы между собой держались, там, допустим, такие пазы, обязательно нужно смазать вот этим клеем и потом их соединить, чтобы держалось прочно. Когда он застывает, он делает очень прочное соединение. Да, лаки, бас лен хаэ, обед. А, это белое, Тебе надо светло-коричневый, да? Браун, смотрите, браун это бунни, коричневый это бунни. Бунни бывает темное и бывает светлое. Светлое это фатах, а темное это гамик. Да, гамик. Гамик, сак? Фи гамик, لا гамик о фатах. Гамик о фатах. Андак фатах минди. Скажи, что для этих еще. У него нету светлой, только вот такая темная. Это, кстати, не совсем темная. Когда он привезет? Не совсем темная? Ну, тебе нормально такую? Или ты хочешь прям Я совсем? тебе покажу мебель, зайка. Ты хочешь вот, наверное, такую желтоватую, да, бежевую? Я тебе покажу Ну, тогда тебе надо другую краску. Покажи, что тут... Вот еще здесь продаются такие вот мотыги. Кстати, не смейся даже, потому что они здесь почти все делают вручную. Если ты увидишь, траншеи копают, они вот такими мотыгами и копают. Они берут и идет вот так вот и мотыгой копают, потому что здесь они разроют, и им надо проложить, допустим, капель, они все вот это расколотят, разломают, мотыгами вот этими раздолбают, потом сверху песочком присыпят, и вроде как нормально. У нас просто вдоль улицы вот так вот
какой-то кабель тянули, они вот так вот разбабахали всю дорогу, а потом проезжаешь, они песка насыпали, а машины утрамбовали, и получилась вот такая вот яма, через которую вот так вот приходится перепрыгивать на машине. Исмуэда. De fes. Фас. Fes. Мотыга – это фас. А дерево? Дерево называется хашаб по-арабски. А металл называется хадид. Когда вы говорите, допустим, дверь металлическая, эль-баб хадид, баб эль хадид, или баб хашаб. То есть баб – это дверь, а дерево – это хашаб. Баб хашаб, баб хадид. Металл и дерево. И если вы не нашли цвет, который вам нужно, здесь можно эту краску заказать вот компьютерную. Вы выбираете, вот это вот называется картелла. Вот эта вот цветовая гамма называется картелла. Можно спросить, мумкин картелла? И вам дадут вот такую вот разноцветные бумажки, и вы будете выбирать. Ну, допустим, вот Виктории надо светло-коричневую дверь, да, какую. Ты должна выбрать, какой тебе надо цвет, посмотришь, может быть, сфотографируешь, и потом скажешь, вот мне надо, допустим, вот такой, светло-коричневый. И они тебе возьмут в компьютер, у них здесь есть такой компьютерный, они набирают на компьютере номер вот этой вот краски, и она уже сама мешает. Она, конечно, дороже будет, чем обычная, но если вы хотите сами что-то себе намешать, да, допустим, краску, вы хотите стены покрасить, и вам нужно какие-то вот цветные краски туда намешать в белую, вы можете купить вот такие вот красочки и смешать, потому что они есть разные, есть коричневые, есть желтые, есть сиреневые, из них можно практически любой цвет сделать. Опытные мастера, они сразу знают, какие цвета им надо смешать, чтобы получить искомый цвет. Ну, я тоже так иногда делаю, потому что мне иногда нужно, мне проще не компьютер, а проще мне самой смешать эти цвета, потому что я хочу видеть сразу, как это получается и как это выглядит на стенке, потому что не всегда то, что на бумаге, будет так же и на стенке. Поэтому нужно смотреть. Вот компьютер, когда у них здесь своя программа, они включают и просто заводят этот номер, и он им показывает, какой номер. Сюда ставят белую краску, и там уже подается несколько таких красок, чтобы, вот, допустим, вот этот вот цвет. Он выбрал серый, выбрал серый. Когда он поставит туда краску, включит, и она сама уже перемешается автоматически. Она там как крутится, мешается, ну и так далее. Вот еще без чего тоже не обходится любая покраска, это вот эти вот тейп. Бумажный тейп, которым обклеивают оконные рамы, там какие-то косяки или что-то, что они хотят задеть, покрасить. И есть такой тейп, есть тонкий тейп. Есть пошире, есть поменьше. Здесь еще можно купить силикон для сантехнических работ, силикон. И да, вот он тоже разный. Есть силикон, на который крепится стекло, есть силикон, который используется в сантехнике, есть силикон прозрачный, есть силикон белый. Ну, то есть нужно знать, какой именно силикон вы хотите купить. И здесь же продается вот такая краска-спрей. Краска-спрей. То есть ее можно вот так вот взболтать. Но ее используют только когда надо что-то маленькое покрасить, потому что она очень быстро сохнет. А так, если что-то большое, просто ее не хватит. Ну да, я тоже красила. Мне надо было подкрасить там вот белым что-то было черное, металлические, ржавые. Если покрасить ей, то будет лучше. Можно зачистить, покрасить, и будет аккуратно. Так, здесь еще есть фурнитура. То есть ручки для каких-то шкафчиков. У нас вот недавно было, что от шкафчика отломали одну ручку. Осталась только одна, а вторая была наполовину. Но я пришла с этой старой ручкой, говорю, дайте мне какую-нибудь похожую на эту. Похожую не нашли, но нашли две другие, то есть по размеру подходящие и примерно по стилю подходящие. И я просто купила, и мы вместе с мужем вставили эту ручку. То есть она просто в дырке, и потом завинчиваешь. Ты сама, можно, если у тебя какой-то отвалилось, не надо отвертку.
здесь они на вот этой вот пальцем. Там вот эта штучка вставляется в эту дырку, и вот это накручивается, и болтик сзади. Ну это очень легко сделать. У меня даже вот в сумке с собой всегда какая-то ручка, одна или две, потому что иногда бывает, что люди ломают эти ручки, а потом нужно будет поставить. И здесь можно еще номера на квартиру купить. Если вам, допустим, не написано номер на квартиру, можно купить здесь. Ты приходишь и говоришь, мне надо, например, 209. И он тебе ищет 2, 0 и 9. И дает. Еще здесь есть наждачная бумага. По-арабски она называется санфара. Очень такое красивое слово санфара. Да, а это уже съемные диски на дрель такую специальную, чтобы шлифовальную дрель. Так, и здесь же еще продаются вот такие вот шланги. Смотрите, такие шланги, сантехнические шланги. Вот это, я думаю, что для подключения бойлера. Да. Если у вас грибок там на стене или еще что-то, какая-то влажная поверхность, нужно ее как следует высушить и обработать сначала санитоном. А потом уже, когда он уже хорошо высохнет, можно уже красить. Вот тут еще есть такие исму колон. Колон. Это вот замок дверной, он называется колон. Также колон называется, и вот эта личинка. Личинка сухая барду колон. То есть, если вам нужно поменять полностью замок, это тоже колон. И маленькие вот эти вот, поменять личинку от замка, это тоже называется колон. А ключ это муфтах. Муфтах это вот обычный ключ. Ключ от двери и ключ гаечный тоже называется муфтах. Шукран гиб. Бикамди. 310 фунтов. Тультумия Оашрин. 320 фунтов. Тультумия Оашрин. Стоит вот такой колон. Сугайер бикам. Эльба. Альп это, да, это вот личинка. Альп это сердцевина, потому что альп по-арабски это сердце тоже. То есть они называют сердцевина. Ну вот, можно купить ключи. От дебикам? 120. У них тут продолжение есть, потому что очень много вот таких вот длинных материалов. Здесь есть различные профили, есть такие вот, те, которые скрывают провода электрические. И вот эти вот карнизы потолочные, для того, чтобы сделать и красиво, и эстетично, они называются фиотик. Да, фиотик, сак? Фиотик. Слушай, Ира, Фиотик. когда красится, их просто до них не докрашивается, да? Нет, когда после того, как ты покрасила, ты крепишь на клей и на гвозди специальные, на гвозди и на клей, приклеиваешь, шпаклюешь и потом еще раз красишь. Их тоже красить? Их красить белой краской. Ты чего? Да, можно не красить, но нет, их надо красить, потому что, хотя, нет, но все равно там надо шпаклевать, потому что там будут стыки, и эти стыки надо шпаклевать все равно. Обычно выравнивают потолки таким образом, потому что если потолки неровные, лучше сделать вот этот фиотик. Есть большие такие карнизы, а есть такие вот небольшие совсем для ванны. По всему периметру между потолком и стеной, чтобы смотрелось красиво. Да, ну мы часто такие покупали. Ну тут всякие есть сетки, сетка для уголков, чтобы уголки не ломались. Ну, проволока, ну, короче, много туда. Я дальше уже не полезу, но здесь много всего интересного. Очень интересный магазин, кстати, здесь есть практически все. А, еще есть вот этот вот растворитель для краски. Вот. Кстати, это важная тема. Растворитель. Допустим, если ты будешь краской масляной пользоваться, тебе обязательно нужен будет этот растворитель. Вот, надо спросить, как же он называется? Забыла, как называется. Малиш? Бикам, Исмуэда. А? Нар. Это как бензин. Нефть. Нефть, зайнефть, сах? Нефть называется, которым разводить краску, и можно также стирать. Сейчас уже все показали здесь.
И в следующий раз мы пойдем в магазин керамической плитки. Здесь в Египте очень широко используется керамическая плитка, как на стенах, так и на полу. Поэтому я думаю, что стоит уделить этому особенное внимание, и мы обязательно вас туда свозим. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!